Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю поговорить о дыхательной гимнастике. Актуальность дыхательной гимнастики связана с сегодняшними событиями, в результате которых во всем мире появилось очень много людей, которые перенесли тяжелые заболевания легких, пневмонию, и которые, несмотря на то, что уже выздоровели, все еще сохраняют тяжелый кашель, у них сохраняется одышка, затруднено дыхание, сохраняется слабость. Дыхательная гимнастика помогает раскрыть альвеолы, где скопилась слизь, густая, трудно откашливаемая слизь, помогает очистить легкие и посредством этого улучшить газообмен между легкими и входящим воздухом, что неминуемо ведет к улучшению состояния не только в легких, но и во всем организме. Именно для этой цели и предлагаем вам заниматься дыхательной гимнастикой. В интернете я видел очень много техник, самых разнообразных. Я хочу сказать, все техники дыхательной гимнастики великолепны. Выбирайте, какая вам подходит, и занимайтесь, потому что любая дыхательная техника, она ведет к улучшению функции легких. И они все достойны уважения. Выбирайте любую из них. Мы же предлагаем нашу технику, исходя из того, что иногда новичкам трудно ориентироваться в многообразии этих дыхательных техник и как же именно проводить дыхание, с чего начать и как это технически осуществить. Поэтому предлагаемая вам дыхательная гимнастика направлена прежде всего на технику дыхания и поэтапное введение в эту технику и поэтапное освоение техник и в целом дыхательной гимнастики. Значит, у меня большая к вам просьба. Когда вы будете заниматься дыхательной гимнастикой, возникнут некоторые ситуации, когда нужно будет приложить определенные усилия. Но относитесь к этому как к игре. Никаких насилий со стороны организма. Никогда не выходите далеко из зоны комфорта и надолго. Никогда не выходите. Игра это. Это очень хорошая игра. Со временем, когда вы освоите пару основных техник дыхательных движений, это затягивает, это становится очень интересно и даже появляется какой-то соревновательный азарт с самим собой. Но не задерживайте выдох до потери сознания, не задерживайте вдох до того, что вам закружится голова. Не старайтесь вогнать свой организм в шок. Делаем все играючи, получая от этого удовольствие. Как по нашей практике, обычно через 3-4 дня занятий с врачом пациент осваивает основные принципы нашей дыхательной гимнастики и уже самостоятельно может заниматься дома этой методикой. И бывают очень поразительные результаты после освоения техники дыхания. Некоторые замечают, что стали лучше петь. Некоторые замечают, что стали видеть цветные сны, хотя я все время считал, что цветные сны видят все люди. Был в моей практике случай, когда молодая девушка с выпадным плевритом готовилась на пункцию плевральной полости по откачиванию жидкости. После занятия усердного, усиленного занятия дыхательной гимнастикой по нашей методике, через 4 дня у нее нечего было просто откачивать. Я наблюдал эту девушку в течение пару месяцев после того, как она занималась гимнастикой. И могу сказать, что потребность в пункции у нее отпала, надеюсь, навсегда. Вот. Но о том, что многие наши ученики, страдающие легкой формой астмы, но пользующиеся ингаляторами,
через 3-4 дня занятия по методике оставляли ингаляторы, а, такое было, ну, скажем, часто. Хотя тоже хочу еще раз подчеркнуть, никакая дыхательная гимнастика не может противостоять лечению, назначенному врачу. Идут только параллельно и только помощь друг другу. Вот. Ну, в принципе, это то, что я хотел сказать о дыхательной гимнастике, нашей методике. И хочу дать совет начинающим. Неважно, какой методикой он будет заниматься. Первый основной совет начинающему. Начинайте. Для удобства мы разбили нашу гимнастику, наш метод обучения, разбили на несколько уроков. После первого урока переходим ко второму, потом к третьему, ну и так далее. И хочу обратить внимание, что очень многие атлеты, занимающиеся раньше спортом и даже занимающиеся йогой, не могут самостоятельно отличить брюшной тип дыхания от грудного. И не могут самостоятельно переходить свободно из одного типа дыхания на другой тип дыхания. Для меня это было открытием, когда я стал заниматься дыхательными техниками. Вот. Но это оказалось самым тяжелым – научить человека отличать брюшной тип дыхания от грудного и свободно пользоваться обоими. Поэтому наша цель – научиться отличать брюшное дыхание от грудного. Это первое, что мы должны сделать. Дальше все будет легче. Если вдруг что-то на первом уроке будет непонятно, можно перейти ко второму уроку, а потом вернуться к первому. Как правило, нет стандартов при обучении. Каждый воспринимает информацию по-своему. Поэтому самое главное, не шокируйте свой организм и знайте, что это игра, и она полезная игра, которая даст, несомненно, какой-то положительный результат именно вам. Спасибо за внимание. Мы переходим к первому уроку.